Всем привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Коптим Вместе. В продолжении нашей кулинарной домашней рубрики я бы хотел сегодня поделиться с вами известным рецептом, но как бы в моем исполнении. Сегодня я хочу приготовить вкуснейшее, настоящее армянское блюдо под названием хашлама в афганском казане. Что потребуется нам сегодня для приготовления? Это соль, молотый кориандр, смесь перцев, пиво, да, именно пиво. Это будет ключевой фишкой данного рецепта. Далее мы возьмем с вами помидоры, естественно, говяжью грудинку, чесночок, перец болгарский, лук, кинза обязательно, морковь, укроп. Как бы вот такие простые, замысловатые ингредиенты нам сегодня понадобятся. Кстати, это ингредиенты все, как говорится, сезонные, да, и у многих они растут на огородах. Поэтому блюдо будет, по сути своей, копеечное. Ну, не считая того, что мясо сейчас, да, в цене немножечко подорожало. Итак, хватит болтать, начинаем готовить. Начинаю я приготовление с нарезки лука. Буду нарезать репчатый лук полукольцами. Одну головку лука порезал. Оказалась злючая. Ух. Теперь я беру афганский казан, открываю его и первым делом отправляем туда лук. Лук в нашем блюде будет служить так называемой подушкой, для того, чтобы мясо наше не пригорело. Следующим ингредиентом и основным ингредиентом у нас идет мясо. Еще раз повторюсь, у меня говяжья грудинка. Замечательный кусочек на 1,2 кг. Сейчас я его разрежу на небольшие куски. Мясо резать закончил. Получились кусочки и побольше, и поменьше. Здесь прям у нас с косточкой. Замечательно. Не стал я их мелко резать. Просто потом хочется взять и насладиться максимальным вкусом. Потому что самое вкусное мясо, которое возле кости. Вы это сами прекрасно знаете. Все, отправляю мясо в казан. В чем удобство и преимущество афганского казана? Так это в том, что нарезал все ингредиенты, просто покидал их и вуаля, поставил на плиту и готово. Кстати, у кого нет афганского казана, друзья мои, это абсолютно не беда. Потому что это же блюдо можно приготовить в обычных также домашних кухонных условиях. Либо в кастрюле, да, там, ну, единственное, что придется подольше потушить, потомить, чтобы у нас мяско отходило от косточки. И также можно приготовить это блюдо в мультиварке. Здесь как бы уже на вашу, как говорится, фантазию и вкус и цвет. А если вы желаете, кстати, приобрести такой же афганский казан, как у меня, можете заглянуть на страничку моего друга Константина. У него тоже свой YouTube проект, называется «Чё похавать?». Вот, и он показывает много блюд на тему как раз афганских казанов. Чуть не забыл. Пока мы не перешли к нарезке следующих овощей, необходимо нам немножечко посолить. Здесь, естественно, ребята, никаких граммовок нет и быть не может, потому что соль и специи у нас добавляются по вкусу. Я сейчас добавлю, подсолю мясо, ну, фактически на кончике столовой ложки. Также добавлю на кончике ложки, но еще меньше даже, молотого кориандра. Кстати, запах у него просто фантастический, ребят. И в своей ступке перемолю смесь 5 перцев. И тоже сразу ее добавлю в казан. Вот до такой консистенции мы с вами перемалываем перец. Аромат стоит просто потрясающий. Просто потрясающий. Все, и беру, и также добавляю на кончике столовой ложки смесь перцев. Готово. Следующим ингредиентом в наше блюдо пойдет морковь. Одной штучки будет более чем достаточно. Нарезать я ее буду на кружочки, на колясочки, ну как кто как привык говорить.
Морковь сильно мельчить не нужно, потому что в афганском казане, да и в принципе там в скороварке и так далее, она будет мягкая, она разварится, пропарится. Будет просто очень-очень вкусно. Морковь порезал и добавил в казан. Теперь пришло время порезать вкусные, спелые, сочные томаты. Помидорчики нарезал. Кстати, старайтесь не мельчить, потому что они будут у вас естественным образом распариваться, растушиваться и уменьшаться. Чтобы нам их совсем не потерять в казане, режьте их потолще. Все, закладываю помидоры в казан. Теперь беру красный перчик, точнее красный перец болгарский, и нарезаю его. Перец я режу на такие длинные полоски. Все, значит, отправляю в казан. Теперь нужно посолить и еще раз добавить специй. Добавляю сейчас немножечко больше. Вот столько соли добавляю. Отлично. Даже еще щепоточку. Замечательно. Также кориандр. И нашу смесь перцев. Класс. Теперь мы добавляем лук. Сделаем еще сверху такой луковый купол, если его так можно назвать. Ну, на мой взгляд, головка лука большая, и половинки будет более чем достаточно. Также режем на полукольца. Отлично. И отправляю в казан. Немножечко распушить его можно. Теперь добавлю зелень. Возьму укропчика. Пахнет волшебно. И нарежу его . Теперь беру кинзу и нарезаю ее таким же образом. Кстати, кто не любит кинзу, вы можете заменить ее смело петрушкой. Здесь уже, как говорится, на любителя. Финальным нашим ингредиентом будет чеснок. Чеснок мы режем на две части. Вот такими двумя дольками, половинками я отправляю его в казан. Естественно, он придаст незабываемый аромат и пикантность нашему блюду. И теперь всю эту красоту я заливаю нашим пенным напитком. Все ингредиенты я добавил в казан, и теперь пришло время приготовления. Закрываем, проверяем аварийные клапана, все у нас работает, и ставим на плитку. Делаем огонь потише, чтобы постепенный был нагрев, и затем ждем, когда из клапанов пойдет свист, пар. Мы засечем с вами 1 час, и затем уже будем пробовать. Поэтому, друзья мои, встретимся с вами на дегустации. Наконец-таки наше блюдо, наша хашлама готова.
И пришло время ее как следует отдегустировать. Впервые, прям при вас, сейчас открываю казан. Кстати, он очень горячий. Сейчас, наверное, возьму какую-нибудь тряпочку и посмотрим, что же там получилось. А я уверен, там вкуснотища. Но на самом деле мне очень интересно, что же получилось. Смотрим. Ребята, аромат, я даже не знаю, как передать его словами. Вот такая вот красота получилась. Я полностью готов к дегустации, и теперь пришло время попробовать, что же получилось. Сразу начну с бульончика. Именно его я больше всего ждал. Ух! Соль, специи. Просто изумительно. Плюс ко всему потрясающий навар бульона. Очень горячо, но очень вкусно. Кстати, очень получилось жирно. И в этот рецепт, в это блюдо мы масло не добавляли, как вы видели. Ребята, посмотрите, какая красота в тарелке. Мясо отделилось от кости. О, вообще замечательно. Мясо расходится на волокна. Ребят, мне даже сказать нечего. Это изумительное блюдо, которое просто вам необходимо повторить. Если же понравилось вот это простое домашнее блюдо, простая наша, так сказать, готовка домашняя, ну, в нашем случае мы сейчас в кулинарной студии мы находимся, но, тем не менее, это же блюдо я могу и приготовить дома. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, поставьте большие пальцы вверх, напишите комментарии и давайте дружить вкусно, ребятки. Не забывайте про нас в других соцсетях, это Яндекс.Дзен, группа ВКонтакте, где, кстати, вы можете заказать разнообразную, различную продукцию, консервы и так далее, копчености, колбасы. И также забегайте в нашу страничку в Телеграм и Инстаграм, ссылки будут прямо под этим видео в описании. Так что не теряемся. И, кстати, еще напишите, пожалуйста, нравится ли вам такая рубрика, такая подача от «Коптим вместе». Все, пока всем на вкусной ноте. Не прощаюсь, а говорю до свидания.